Всем привет! Меня зовут Константин, это канал Lightstream, и это видео появилось благодаря вашим пожеланиям и отзывам. В нем я постараюсь обобщить те действия, которые нужно произвести с момента получения оборудования и до его работы в автоматическом режиме. Перед этим проведу распаковку конвертера, покажу обновленную версию плеера, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, а мы начинаем. Итак, в комплектации плеера идет патчкорд на 1,4 метра, разъем с пружинными контактами, через который подается питание от 12 до 36 вольт. Поддержка RS485 и RS232, а также дискретных вводов-выводов пока в разработке. Далее идет Ethernet-порт для подключения к сети, внизу два индикатора состояния. На соседней стороне гнездо под Wi-Fi антенну, здесь же опционально под заглушкой может быть гнездо под 4G антенну. Ее поддержка в скором времени будет реализована программно. Также пока не реализована поддержка SIM-карты, USB-портов и HDMI-порта. Снизу находится массивный радиатор для охлаждения, а на обратной стороне крепление на динрейку. На борту 4-ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц. Вместо флешки используется eMMC-память, которая является более надежной за счет использования встроенного управляющего контроллера. Заявленная емкость памяти 32 ГБ, из них пользователю доступно примерно 26 ГБ. Остальное занимает операционная система. В комплектации конвертера также идет патчкорд на 1,4 метра и набор разъемов с винтовым зажимом. На самом конвертере расположился коммутатор на 2 порта с поддержкой PoE, также разъем для подачи питания от 8 до 48 вольт, 6 портов для подключения приборов по протоколу DMX или SPI, индикаторы, 2 кнопки для вызова сервисных функций и на обратной стороне крепеж для установки на динрейку. После того, как оборудование распаковано, нам нужно подать на него питание, подключить к компьютеру, активировать лицензию, настроить IP-адрес, настроить время, создать и загрузить анимации и создать сценарий, указав, какие анимации и в какое время будут воспроизводиться. Итак, подаем питание на плеер, подключаем к нему сетевой кабель, ответную часть сетевого кабеля подключаем к конвертеру, подаем питание на конвертер и сам конвертер подключаем к интернету и компьютеру через коммутатор. Для того, чтобы устройства работали вместе, они должны находиться в одной подсети, а для этого нужно изменить их IP-адреса. Как это делается, я рассказывал в одном из предыдущих видео. Сейчас появится ссылка, вы можете перейти по ней, а в видео для удобства навигации сделаны тайм-коды. После того, как плеер и конвертер объединены в одну сеть, настройка конвертера на этом заканчивается, а мы переходим в интерфейс плеера. Для этого в браузере указываем его IP-адрес, вводим имя пользователя, пароль, по умолчанию это администратор, и сразу же после первого входа для увеличения безопасности я рекомендую пароль поменять. Делается это здесь. После этого переходим в раздел лицензии. Если в этом окне у вас присутствует сразу же информация о лицензии, то есть плеер пришел активированным, то ничего делать не надо. Если же лицензии нет, то нам требуется ее загрузить. Выбираем лицензию, нажимаем Open и нажимаем «Загрузить». Для обновления информации о лицензии требуется некоторое время. Плеер должен перезагрузиться. Если в течение минуты информация о лицензии не изменилась, то страницу нужно перезагрузить. На самом деле управлять всеми настройками плеера вы можете не только с компьютера, но также с планшета или смартфона. Саму программу Lightstream также необходимо активировать. Для этого убедитесь, что у вас установлена последняя версия программы и на компьютере есть доступ к интернету. Заходим в меню Help, Activation, и сюда нам нужно ввести лицензионный ключ. Лицензионный ключ приходит на электронную почту в виде PDF-документа. Копируем, вставляем. Программа активирована. Теперь нужно настроить время на плеере.
Это можно сделать вручную, а при наличии интернета можно настроить доступ и синхронизировать время с сервером. Как это делается, вы можете посмотреть в видео по ссылке. Помимо этого, нужно подготовить и загрузить анимации на плеер, экспортировать перечень устройств, на которые будет передаваться ArtNet-сигнал, если вещание ведется в режиме Unicast, создать сценарий, и все это тоже есть в видео по ссылке. На этом настройка завершена. Мне осталось подключить мое оборудование, панели и линейки к конвертеру и запустить анимацию. С вами же я прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр, пока!